Привет! В этом видео мы сделаем обзор кето и интервального голодания от А до Я. Посмотрим, что же происходит и какие препятствия могут возникнуть. Прежде всего, я снял это для новичков, чтобы они могли увидеть всю картину. Выглядит сложно, но давайте разберемся. Итак, у вас есть завтрак, обед и ужин. И, конечно же, перекус, перекусы. Обычный человек ест на протяжении всего дня. У вас жир на животе, усталость, проблемы с памятью, концентрацией, тяга к разной еде, высокое давление, тревожность, депрессия и диабет. А так все замечательно. Общий знаменатель всего этого — высокий уровень инсулина. У вас инсулинорезистентность, а при ней повышается инсулин. Вот откуда все эти симптомы. Эти симптомы — лишь верхушка айсберга. Вот сам айсберг. Мы должны это исправить, и сделаем это мы с помощью кето. Ведь на кето вы уменьшите углеводы, и это снизит инсулин. Интервальное голодание работает, потому что вы едите реже. Не меньше, а реже. Ведь каждый раз, когда вы едите, вы стимулируете выработку инсулина. Эта комбинация отлично понижает инсулин. Итак, вы начали. В первый, третий день возможен переходный период, во время которого возникнут симптомы низкого уровня сахара в крови, такие как головокружение, голод, тяга и, возможно, головная боль. Нужно понимать, что это временно, и если вы сейчас сдадитесь, то не получите всех этих преимуществ в будущем. Просто будьте к этому готовы и переживите этот период. Можете увеличить калий и витамины группы В, чтобы все прошло более гладко. Советую электролиты в порошке и пищевые дрожжи в таблетках. У нас будет только 3 приема пищи без перекусов, потому что мы переходим с сахара на жир. Когда вы совершите переход, вы создадите новые клеточные механизмы, которые работают на жире, а не на сахаре. Это кето-адаптация. Как это сделать? Нужно добавлять к каждому приему пищи жир, чтобы удовлетворить чувство голода. Отрегулируйте количество жира, чтобы получить нужное количество. Не слишком много, чтобы не было вздутия, боли в правом плече и головной боли, но достаточно, чтобы продержаться от этого приема пищи до этого. Поэкспериментируйте с количеством. Я говорю о сыре бри, подойдут орехи пекан, грецкие орехи, яйца, авокадо. Любой из этих жиров полезен. И если выбирать между, например, рубленой котлетой, в которой жира вдвое больше, чем белка, и стейком, в котором белка вдвое больше, чем жира, лучше съешьте котлету, потому что жир помогает продержаться от одного приема пищи до другого. Обязательно ешьте много зелени, будь то салат или овощи, потому что нам нужно увеличивать калий. Важно, нужно 4700 миллиграммов калия. Это от 7 до 10 стаканов салата. Это богатая питательными веществами еда, позволяющая избавиться от голода, потому что тело, в конце концов, насытится питательными веществами. Вы не едите пустые калории, но в первую очередь вы получите много калия, что поможет решить проблему инсулинорезистентности. У вас может быть запор, например. В таком случае нужно добавить еще больше калия. Или это может быть из овощей, которые вы не привыкли потреблять. Например, кейл. Слишком много кейла может вызвать запор. Если так и есть, измените овощ. Но, скажем, у вас кето-усталость, вы устаете. Обычно это признак нехватки соли. Поэтому добавьте немного морской соли. И, кстати, когда вы на кетогенной диете, вам нужно около 1 чайной ложки морской соли в день, а здесь вам нужно около четверти чайной ложки. Нам нужно больше морской, а не поваренной соли, чтобы предотвратить усталость и помочь телу с электролитами, натрием и хлоридами. Итак, какое-то время мы действуем так, привыкаем, и постепенно переходим на 2 приема пищи в день. Сделаем так, берем завтрак и начинаем передвигать его вперед. Иными словами, спросите себя утром: «Я голоден? Нет». Отлично, подождите, отодвигайте завтрак все дальше, и если сделать все правильно, то получится, что вы голодали всю ночь, а утром не голодны. Передвигайте все дальше и дальше до времени обеда. Теперь у нас нет завтрака и только 2 приема пищи в день. Такой вот постепенный, медленный переход. Не ешьте, если вы не голодны. На этой стадии многие недоумевают. Да что ж такое, я худел на этом этапе, а сейчас перестал. Что происходит? Не зацикливайтесь на весе. Почему?
Потому что если измерить многих людей, которые так делают, окажется, что они загружены жиром и имеют низкую плотность мышц. У них мало мышц, по сути, у них атрофия. Они думают, что это просто жир, но это атрофия. Так что у вас начинают расти мышцы, и теперь весь этот белок удерживается в теле. Оно становится тяжелее, поэтому вы и не теряете вес. Ведь мышцы весят больше, чем жир. Лучший показатель успеха — объем талии. Измеряйте талию, она должна уменьшаться, если вы все делаете правильно. Иногда у вас может быть высокий уровень мочевой кислоты. Вы можете замечать симптомы подагры. Это может не произойти, но если произошло, на этом этапе перехода это нормально. Если есть предрасположенность к камням в почках, вы можете заметить небольшие боли в пояснице. Это из-за повышенной мочевой кислоты. В этом случае нужно потреблять достаточно лимонного сока, воды с лимоном или просто лимонов. Лимон отлично помогает избавиться от этого и противостоит воздействию камней, подагры и мочевой кислоты. Рекомендую. Яблочный уксус также помогает с этим справиться. Добавьте столовую ложку в воду и пейте с едой. Добавьте лимон и готово. Вот что еще может произойти. Вы можете переедать, потому что переходите на 2 приема пищи и боитесь, потому что привыкли к большему количеству. Черт возьми, я же проголодаюсь, и начинаете объедаться. Нужно просто извлечь из этого урок и скорректировать еду, потому что объедаться не нужно. В это трудно поверить, но, возможно, вы сорветесь. И на следующий день обнаружите, что вы как будто намного голоднее, чем вчера. Вас тянет к углеводам, потому что вы только что выбили себя из кетоза. Просто придерживайтесь программы, возвращайтесь в строй и продолжайте. Но если вы едите запрещенную еду, у вас будет перекос сахара в крови, и на следующий день вы заметите: «Ого, я очень голоден». Вот о чем я говорил. Если у вас 2 приема пищи, не ешьте низкокалорийную еду. Ешьте то, в чем много питательных веществ, чтобы вы действительно насытились. Вам нужно 85-170 грамм белка, много овощей и остальное — жир. В это время вам звонит подруга и говорит: «Ты на кето-диете? Ты знаешь, что она разрушает щитовидку? Она ее ослабит». Позвольте мне объяснить. Во-первых, у нас не низкокалорийная диета. Мы едим меньше, но количество калорий большое. Во-вторых, ваше тело становится эффективнее, топливо становится эффективнее, и потребность в гормонах щитовидки снижается. Вам не нужно будет столько гормонов щитовидки. Если уровень немного снижается, это совершенно нормально. Волосы не будут выпадать, ничего плохого не случится. Это совершенно нормально, особенно если в пределах нормы. Нагрузка на щитовидную железу меньше, если вы на интервальном голодании и кето. Далее, на осмотре у врача может выясниться, что у вас повышен холестерин. Не спешите паниковать и принимать статины. Поймите, что жир состоит из триглицеридов и холестерина. Когда вы расщепляете жир, холестерин должен выводиться, причем через кровь. Он может временно повыситься. Но большая часть холестерина в организме производится самим организмом. Только 10% приходится на диету. Едите больше, производится меньше. Едите меньше, производится больше. Наше тело производит около 3000 миллиграммов холестерина в день. Он нужен для гормонов, он нужен для зрения, для мозга, для нервной системы. Он служит пластырем, чтобы залечивать повреждения на артериях. Проблема — это высокий инсулин, который создает воспаление и разрушает артерии. Если холестерин слегка повышен, это временно. Это не проблема. Обязательно ешьте очень много овощей. Я рекомендую посмотреть мое видео об ЛПНП. Ссылки в описании под видео. Вот здесь у нас от 18 до 23 часов интервального голодания. Здесь мы начинаем сжигать жир по-настоящему. У нас запускается процесс аутофагии. Аутофагия — это состояние, при котором клетки перерабатывают старые и поврежденные части. Идет очистка от бактерий, грибка, кандиды и плесени. Происходит самоочищение, кожа будет выглядеть лучше. Оказывается, нейропротекторное действие на мозг, улучшается память, улучшается настроение, сердечно-сосудистая функция.
И вы экономите много денег, потому что вы больше не едите 3 или 6 раз в день. Теперь у вас 2 приема пищи или вообще 1. Экономьте от 300 до 600 долларов в месяц. Не благодарите. Теперь вы видите общую идею и огромные преимущества, которые можно получить. Всех этих трудностей может и не быть, но я хочу, чтобы вы поняли, если они возникнут, выход есть. Двигайтесь, пока не доберетесь сюда. Спасибо за просмотр.